Туристку бросили в клетку с гориллой. А дальше произошло нечто невероятное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам, правда, интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Аня никогда не думала, что отпуск станет для нее испытанием. Наоборот, когда муж предложил поехать в Африку, она согласилась почти сразу. Казалось, новые впечатления способны оживить то, что уже давно угасло между ними. Ей хотелось поверить, что на чужой земле, среди яркого солнца и пейзажей, которых она никогда не видела, они вспомнят, зачем когда-то были вместе. Но с первых же дней все пошло не так. Муж с утра до ночи искал шумных компаний. Его тянуло к барам у океана, к туристам, которые также громко смеялись и соревновались, кто быстрее выпьет дешевого рома. Ему нравилось быть в центре внимания, а она в такие минуты ощущала себя лишней. Вечерами, возвращаясь в гостиницу, она пыталась начинать разговоры, осторожные, о том, что чувствует, о том, как им дальше быть. Но он лишь отмахивался, говорил, что нужно проще относиться к жизни. Аня все чаще думала, может, дело действительно в ней? Может, она слишком серьезна, слишком требовательна? Но каждый раз, стоило ей представить долгие годы рядом с этим равнодушием, в груди поднималась пустота, похожая на тоску. На третий день они отправились с группой вглубь саванны. Гидами были местные жители, потомки народов, веками живших в этих местах. Их лица были серьезными, но в их движениях не было напряжения. Казалось, они слышат дыхание земли лучше, чем собственное. Они предупреждали туристов не шуметь, не ссорить и относиться к природе с уважением. Муж закатил глаза, но промолчал. Аня же поймала себя на том, что ей приятно слушать их, что в этих простых словах есть настоящая сила. Путь шел среди высоких трав, акаций и красноватой земли. Воздух пах пылью и чем-то терпким, незнакомым. Вдалеке медленно двигалось стадо жирафов, на горизонте темнели силуэты баобабов. Аня чувствовала, как сердце замирает от красоты. Она никогда прежде не видела ничего подобного. Вскоре группа остановилась у лесистой возвышенности. Гиды жестом попросили быть осторожными. Здесь жила семья горилл. Туристы оживились, начали перешептываться. И в этот момент из-за кустов вышел огромный самец с серебристой спиной. Он шел неторопливо, тяжело, но в каждом движении ощущалась мощь. Когда он остановился в нескольких метрах, все стихли. Самец осмотрел людей, задержал взгляд на каждом, а потом сел на землю. Аня вдруг ощутила, что дыхание сбилось. В его глазах не было ярости, только спокойствие и тяжесть, словно он несет в себе древнюю мудрость. Ее охватила смесь уважения и восторга, и в то же время боль. Рядом с этим величием особенно резко чувствовалась мелочность их ссор и усталых разговоров. Но тут муж, не выдержав паузы, громко хохотнул и достал телефон. Он пытался подойти ближе, чтобы сделать селфи. Гиды мгновенно остановили его, сказали резко, но твердо. Аня почувствовала, как ее лицо заливает стыд. Она ясно увидела пропасть между собой и мужем, и впервые подумала, а может, эта пропасть уже непреодолима? Вечером у костра местные рассказывали истории. Их переводили на английский, а затем на русский, но даже без перевода было понятно. Это рассказы о земле, о предках, о животных, с которыми нужно жить рядом, а не против них. Они говорили о том, что человек — лишь часть общего мира. Аня слушала и понимала. Вот чего ей так не хватало в жизни. Не суеты и не гонки, а ощущение, что ты принадлежишь чему-то большему, чем твои проблемы и обиды. На следующий день муж заявил, что ему надоело смотреть на траву и обезьян, и он возвращается в город. Он уехал первым же джипом, оставив ей короткую записку.
«Возвращайся, когда поймешь, что тут скучно». Она прочитала и спокойно убрала бумажку в рюкзак. Впервые за долгое время не было ни слез, ни тревоги. Только ясность. Возвращаться к нему она не хочет. Она осталась. Сначала это было непривычно. Чужие люди, незнакомый быт, минимум удобств. Но день за днем она открывала для себя новое. Женщины из племени учили ее плести простые корзины, готовить еду на костре. Она пробовала местные блюда, удивляясь их простоте и насыщенности вкуса. Мужчины показывали, как читать следы животных и предсказывать погоду по движению облаков. Аня смеялась вместе с детьми, которые пытались научить ее словам на их языке. И постепенно ее смех перестал звучать натянуто. Он стал легким, искренним, как когда-то в юности. Каждое утро она выходила к саванне. Влажный туман клубился над травой, солнце поднималось медленно, и воздух становился все жарче. Она сидела и слушала, как оживает мир. Сначала крики птиц, потом далекие звуки, похожие на барабаны, потом шорохи травы. Иногда ей казалось, что она слышит и себя, ту, прежнюю, которую потеряла за годы спешки и неудовлетворенности. И каждый раз сердце наполнялось тихой радостью. Однажды рано утром она снова увидела горилл. Сначала самку с детенышем, потом еще одну. А вскоре появился и тот же самец с серебристой спиной. Он двигался спокойно, сел неподалеку и будто бы наблюдал за людьми. Никто не пытался приблизиться, все молча смотрели. И Аня вдруг почувствовала. Это мгновение важнее всего, что было в ее прошлой жизни. Ни ссоры, ни шумные вечеринки, ни пустые слова не имели значения. С каждым днем она понимала, ей не нужно становиться частью племени или навсегда оставаться в Африке. Но и к прежней жизни она не вернется такой, какой была. Что-то изменилось. Она научилась слушать себя, ценить тишину, видеть красоту в простом. В последний вечер старейшина сказал через переводчика: «Человек может прожить всю жизнь и не услышать землю, а может приехать издалека и услышать ее сразу». Аня не ответила. Она лишь улыбнулась, потому что знала, речь о ней. На рассвете саванна загудела голосами птиц. Воздух был свежим, и свет ложился на траву мягкими золотыми полосами. Она впервые за долгие годы почувствовала легкость и свободу. Африка не дала ей готовых ответов, но научила слышать себя. А это было важнее всего. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.